Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей концерна Great Wall Motors. В сегодняшнем видео будет достаточно такой интересный момент. Значит, Hover H5 с дизельным 4D20 мотором. Проблема следующая. Под датчиком положения распредвала лежит шайба. Если ее убирать, автомобиль перестает запускаться. Но даже когда он запускается, работает он сильно так себе. Значит, что было, вот как мы пытаемся всегда выяснить у владельцев, что же, говорю, с автомобилем вообще делалось, после чего такое началось. Поясняет следующее. Значит, автомобиль приобретался в Москве. За 2 дня до того, как его приобрели, автомобиль выехал из сервиса, из клубного, где ему был проведен ремонт после пробития прокладки ГБЦ. Ему меняют ГБЦ в сборе под предлогом того, что с вероятностью типа в 99,9% ГБЦ будет лопнувшее, ну, короче, разводняк лютый. То есть я бы понял, если бы они опрессовали, а потом сказали, что да, слушай, брат, у тебя ГБЦ лопнуло, давай менять. Ладно, бог с ним. Короче, меняют ГБЦ в сборе. Как поясняет предыдущий владелец этого автомобиля, что 2 дня автомобиль после сервиса ездил, вообще все прекрасно было. Автомобиль приобретается фирмой. Фирма грузит автомобиль на эвакуатор и увозит в Питер. В Питере начинаются какие-то приключения с этим автомобилем. Я говорю, то она не заводится, то еще что-то. Что там делалось в Питере по ремонту с этим автомобилем, я не знаю. Хозяин тоже пояснить не может толком. В общем, ситуация такая, что если шайба под датчиком положения распредвала стоит, автомобиль заводится, но работает сильно так себе. Что же там было? Давайте посмотрим с вами вместе. Всем привет. Ребят, очень интересный случай, поэтому сейчас я вам про него расскажу. Значит, изначально этот автомобиль, не планировалось сниматься, думали, банально простая проблема. Но, как оказалось, проблема здесь очень даже не банальная. Значит, в Москве у предыдущего хозяина этого автомобиля ему меняли головку блока цилиндров, причем головку блока цилиндров брали в сборе. То есть с распредвалами, с клапанами, со всей фигней. Как поясняет предыдущий хозяин, 2 дня машина передвигалась по Москве нормально, потом автомобиль был продан, и на эвакуаторе его увезли в Санкт-Петербург. На вопрос, почему же на эвакуаторе, говорит, машина на фирме, все автомобили перевозятся у них на эвакуаторе. Не знаю, почему так. В Санкт-Петербурге машина усердно не хочет ездить. То есть заводится, глохнет, троит, пердит, чихает. Ладно, значит, там отдают ее в сервис. Они приходят, не знаю, каким уж образом они пришли к такому заключению, что под датчик положения распредвала надо засунуть шайбу. Засунули шайбу, между тем сорвали еще нафиг крепление датчика. То есть он не затягивался. Машина, значит, запускалась, но все равно, говорю, работала абы хрен пойми как. Что сделано было нами? Значит, приехала машина, мы думаем, проблема банальна. Сейчас попробуем датчики поменять. Попробовали, значит, поменять датчики положения коленвала, распредвала. Даже косу проводки клали новую, потому что здесь она вот в таком вот очень печальном состоянии. Нифига, ничего не меняется. Ладно, значит, принимаем решение поменять впускной распредвал. После этого автомобиль просто перестал заводиться. Вообще. То есть он крутит и не запускается. Мы уже не поняли, что это. Позвонили знакомому, он приехал к нам с осциллографом, и мы видим, что у нас нет синхронизации датчика распредвала и датчика положения коленвала. Разбирали, и в итоге пришли к тому, что мы переставили ремень ГРМ аж на целых 3 зуба назад. В принципе, на 2 зуба. Чего, в принципе, как бы быть не может, потому что 2 зуба это уже встреча с поршнем. После этого автомобиль запустился, но бубнит во впуск.
Сейчас наша задача стоит, скорее всего, опять мы все это будем. Мы сейчас, во-первых, снимем шкив коленвала, посмотреть, целая ли шпонка. И будем пробовать менять оба распредвала. Потому что есть подозрение на то, что угол на шестернях распредвалов, точнее, стоит неправильно. С такими проблемами мы еще не сталкивались, но в интернете я как бы читал о таких случаях, когда люди покупают головку в сборе, и после этого начинаются танцы с бубном. Вот, сейчас мы попробуем это все разобрать. Точнее, зачем пробовать, просто будем разбирать. И тогда уже будем плясать от этого. Потому что ситуация вообще крайне странная. Ну и заодно, видел глазом, я в цилиндр залезу. Есть у меня подозрение, что клапанов-то там уже нету. Ну вот, собственно, мы сняли все это. То есть со шпонкой здесь все нормально. Шпонка стоит на своем месте. В шкиве все тоже целое. То есть проблема, значит, у нас не здесь. Ну, тогда сейчас я приступаю к снятию форсунок и будем залезать видеоэндоскопом туда. Очень странная ситуация, если честно. Собственно, о чем я и говорил. Вот у нас прямо по курсу залом. Это впуск. Вот отсюда может быть бубнение как раз. Это у нас 4-й цилиндр. В первом цилиндре я ничего не увидел. Но здесь еще такая интересная особенность, что если головка покупалась в сборе, то почему у нее разные клапана? Сейчас попробуем. У меня пока напарников никого нету. Вот здесь, видите, с маркировкой GA. А вот здесь мы можем видеть, что маркировки никакой нету. То есть какая-то сборная солянка. Сейчас я проверну коленвал и посмотрю, что у нас во 2-м и 3-м цилиндре. Но вообще очень странно. Вот теперь, что мы видим вот здесь. Это у нас 2-й цилиндр. Так же, как мы можем видеть, прилетело по клапану. Еще, я так понимаю, что стояла до этого прокладка говно. И он стучал поршнями по ГБЦ. Сейчас мы в 3-й поставим, посмотрим. Вот. 3-й цилиндр у нас чистенький, то есть без следов удара. Ну, видно, что топливо впрыскивалось не в такт. Поэтому... Но следов удара здесь на 3-м цилиндре я не вижу. Во всяком случае. Нет. Вот здесь все целое. То есть у нас 2-й и 4-й цилиндр. Я так понимаю, что кто-то просрал метки, и в какой-то момент это все превратилось вот в такую бельберду. Вот что я вам хочу еще показать. Смотрите, значит, сейчас у нас сняты распредвалы. Что я вижу? Вот что мне определенно не нравится. Состояние постели распредвала не очень-то похоже на новое. Опять же, состояние коромысел тоже не очень-то похоже на новый. Гидрокомпенсаторы половина прожимается. И вот теперь еще посмотрите. Сейчас. Пятка на коромысле. Ну, во-первых, вы видите, какой грязный мотор. Пятка на коромысле уже сильно забита. Я не очень верю в то, что мотор, который немножко проехал, ну, то, что здесь грязь может образовываться из-за того, что ему клапана загнуло, это как бы ладно, бог с ним. Но я не верю, что новая головка с новыми там запчастями так мало прошла. Прям вот очень сомневаюсь. И теперь, что я вам еще хочу показать, да? То есть сейчас мы вставили форсунку, закрыли, то есть, грубо говоря, цилиндр. Сейчас мы будем подавать сюда воздух. Сейчас я... Вот сейчас мы подаем сюда воздух, да, в 3-й цилиндр. И смотрите, что происходит. Вот я чувствую сейчас ладонью, что у меня отсюда идет воздух. Вот, смотрите. То есть цилиндр не герметичен. И естественно, что когда мы переставили ремень, тем самым мы, скажем так, сместили фазу открытия клапанов. И после этого машина, да, начала заводиться и работать. Но кто-то, я говорю, вот
просрал метки ГРМ, потому что мы всегда выставляем метки ГРМ по своему месту. Перед тем, как снять ГРМ, там, снять распредвалы и прочее, все выставляется всегда по меткам. То есть кто-то до нас просрал метки ГРМ, тем самым загнул клапана. Потом это все каким-то чудесным образом. Я не знаю, как это вообще заводилось, как это ездило. Я до сих пор не понимаю, если честно, ребят. В общем, сам факт того, что у нас герметичности цилиндра нету. То есть мы проверяли первый, второй, третий, четвертый. На удивление, в четвертом видны следы удара по поршню, но цилиндр герметичный. То есть вот сюда руку ставишь, то есть ничего не происходит. Второй, третий, первый, вот сюда мы руку подставляем, и у нас появляется давление. То есть, ну, и как я вам показал, да, то есть у меня в коллекторе накапливается воздух. В общем, как-то вот так вот. Крайне занимательная математика получилась, блин. Ребят, вот я офигею на таких специалистов, которые вот так вот усрать все герметиком, блин, посадить патрубки вот так вот, чтобы это все. Это чтобы у тебя быстрее забилась система охлаждения, что ли, блин? Ты приехал еще раз, блин? Вы чуть, ну ты, блин, что за извращенцы этот? Скажите мне, пожалуйста, блин. Не знаю. Это мне как-то вот... Я говорю, я все смотрю на эту головку и все меньше и меньше верю в то, что она новая. Прям вот очень мало верю. Ну, вот содрали ГБЦ. Что мы видим? Вот четвертый цилиндр. Удар клапана. Вот первый цилиндр. Тоже было касание. Вот оно прям. Сейчас увеличим. Вот оно видно касание. Еле-еле, но было касание. Вдруг проворачивай. ГБЦ-то действительно меняли. Здесь такое ощущение, что отвалился кусок свечи. И вот это все вылетело. Потому что свечи все целые. Что-то здесь было. Ну, вот тоже видно след от клапана. Вот след от клапана. Здесь вот тоже следы от клапанов. Ну, то есть, я говорю, загнуло. Не сильно, но загнуло. Каким образом это все ездило еще? Такой хороший вопрос, конечно, блин. Не знаю. Сейчас будем разбирать ГБЦ, и там будет более-менее понятно уже. Ребят, вот пока у меня ГБЦ с клапанами купается, я вам там тоже есть что показать. Вот смотрите. Это клапанный сухарик, снятый с ГБЦ. А вот это клапанный сухарик, предназначенный, как бы снятый с другого мотора. То есть у меня много в запасе их валяется. То есть у нас даже уровень посадки клапана другой. И я сейчас еще посмотрю тарелки клапанов и прочее. Эти маслосъемные колпачки я снял просто, вот они чуть ли не от руки у меня снялись. То есть это не какое-то низкосортное говно, которое было продано, поставлено человеку под видом оригинала. Вы же понимаете, что вот эта канавка, она отвечает за посадку. Да, зажим. А здесь, сами понимаете, да, вот насколько разница будет. Я еще когда рассухаривал, думаю, блин, какая-то ерунда. Это вообще что-то с чем-то, ребят. Как вы можете видеть, вот весь впуск находится в таком состоянии. И вот я сейчас поставил шуруповерт клапан. Он кривой. Он бьет. И вот здесь, по следам на стержне, мы тоже можем видеть, что втулки, направляющие клапана, они даже не притерты. Они не... как это правильно сказать-то? Не развернуты правильно. То есть клапан терся постоянно. То есть вот оно. И этого более чем достаточно. Я говорю, состояние у клапана просто атас, ребята. Такое ощущение, что его вбивали в седло. Сейчас у меня головка еще домоется. Я вам покажу, что там с головкой. Ну и чего мы тут с вами видим? Седла просто уничтожены, блин.
И башка эта, вот судя по голограмме, уже ремонтировалась. Это не новая ГБЦ. Я говорю, вот сколько я смотрел, это не новая ГБЦ. Это видно. То есть она отремонтировалась. Вот мы берем клапан. Да? Люфт сумасшедший просто вот. Не должно быть такого люфта. То есть вот за счет того, что, видать, направляшки туда просто заколотили, не разворачивая их, клапан сначала подвисал, а потом разбил себе нафиг под все посадочное. Вот, пожалуйста, впуск. Со впуском ситуация чуть-чуть получше, прям вот немножечко. Ну, кто-то вот поизгалялся здесь вообще с этой ГБЦ и с этим автомобилем. Я уже не знаю, говорю, вот это вот замечательный ремонт. Причем я знаю, где это делалось, блин. Я бы вот руки оторвал бы нахрен, блин, вот этим мастерам. По итогу, после всех манипуляций, автомобиль запущен, работает идеально ровно, его не трясет, не колбасит, ничего. Работает ровно, антифриз уже прокачали. Грубо говоря, сейчас собираем все и, в общем-то, все готово. Итак, по итогу, все отремонтировано, все запускается, все работает изумительно, все хорошо. Но сколько было мучений перед тем, как мы все вот дошли до этого. Потому что мы, говорю, физически не могли понять, почему с шайбой заводилась, без шайбы перестала заводиться. После того, как, особенно когда мы поменяли распредвал и поняли, что автомобиль вообще в принципе перестал запускаться. Просто вот с шайбой, без шайбы, все. Начали менять датчики положения распредвала, датчики положения коленвала, поменяли проводку. Просто у нас есть, лежит проводка новая. Мы поставили новую проводку, подсоединились, проверили все. Нифига, автомобиль не запускается. Приехал к нам товарищ с осциллографом. Все, вот тут мы подключились, и мы поняли, что у нас не доходит достаточно много до метки синхронизации, то есть датчика коленвала и датчика распредвала. Значит, принимаем решение, давай попробуем переставить ремень ГРМ на зуб. Переставляем ремень ГРМ на зуб, у нас начинает потихоньку схватываться. Переставляем еще на зуб. У нас автомобиль заводится. Работает плохо, бубнит во впуск. После этого мы принимаем решение. Давай вот проверяем, значит, шкивы, проверяем это. Все это проверили. И только когда мы начали делать опрессовку цилиндров, когда у нас сняты распредвалы были, мы поняли, что клапана на автомобиле загнутые. Что там было, я не знаю, кто что сделал. И это хозяин пояснить даже не может. В итоге, короче, автомобиль сейчас отремонтировали, он уехал, все нормально. Проблем там по двигателю уже нету. То есть автомобиль передвигается хорошо, едет бодро. С хозяином я связывался. Он говорит, да, она едет, прям вот она едет, все нормально. Больше мне здесь вам, к сожалению, рассказать нечего. Все, что я хотел вам рассказать, я вам рассказал. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, жмем колокольчик, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео. Всех обнял, поднял, принял. Всем всего хорошего. Пока-пока.